Друзья, всем привет, с вами Алекс, вы на канале Alex Gamify. Сегодня с вами хотел бы обсудить тему NFT от проекта Time. Предлагаю эту тему рассмотреть с точки зрения инвестиций, посмотреть, какая вероятная доходность может быть и какие возможные риски с этим связаны. Сейчас 22 мая, значит вечером стартует у нас пресейл, где активные участники комьюнити смогут приобрести свои NFT. Пресейл продлится 24 часа, на один кошелек будет доступно не более 5 NFT. Далее они будут минтиться и уйдут на кошельки участников пресейла. Остаток NFT будет выставлен на GetGems по более высокому прайсу. Так что погнали разбираться, стоит ли участвовать в пресейле, стоит ли откупать их на GetGems, какие там возможные подводные камни могут быть. В общем, погнали. Первый аспект, на который я лично обращаю внимание, это utility NFT. То есть она может быть какой угодно, красивой, редкой, не знаю, там легендарной и еще какой-то, но если у нее нет utility, если NFT нигде не применяется, то для меня лично ценность такой NFT, она особо не несет. Поэтому на собрании китов в китовом чате я очень продвигал эту идею, чтобы каждая NFT, она несла за собой определенное утилити. То есть два вида NFT, это китовый NFT, то есть своеобразный ключ для того, чтобы попасть в чат, и имея при этом 10 миллионов тайм на текущий момент. И вторая NFT это для холдеров проекта, для того, чтобы можно было приобрести NFT и получать потом ежемесячно себе определенный профит в таймах. Поэтому коллегиальным решением было принято решение создать доходную NFT, назвали ее Profit Share NFT, вот тут вы можете ее видеть уже на экране, очень такая симпатичная, их будет выпущено всего 838 штук, то есть общий supply всех NFT это 888 штук, 50 китовых и 838 Profit Share NFT. То есть utility у Profit Share NFT это доходность. Главное и, по сути, единственное ее применение. То есть механика очень простая. Человек приобретает NFT, соответственно, эти деньги идут на развитие проекта, на рекламные расходы, на разработку, на другие косты, которые есть, то есть расходы, которые есть у проекта. И тем самым строится экосистема. Экосистема из приложений, она генерирует доход, этот доход идет в тон, эти тон в течение месяца каждый день покупается по определенному количеству тайм прямо через биржевой стакан, и уже в конце месяца какая-то часть идет на сжигание тайма, какая-то часть идет на выплаты холдерам NFT. И третья часть обратно в экосистему, чтобы проект развивался, чтобы он рекламировался, чтобы новые приложения создавались и все это постоянно поддерживалось и развивалось. Надеюсь, что механика понятна, но самое главное тут как раз таки два вопроса. Это будет ли выгодно покупать NFT на пресейле или на GetGems, сколько они могут стоить и сколько они будут приносить. Ответ на эти вопросы никто не знает. Мы с вами можем лишь только предугадывать, как-то смотреть на примеры, на то, как двигаются другие проекты, смотреть, оценивать рынок и какие-то делать прогнозы, не более. Я очень рад, что вокруг проекта собрались именно думающие люди, которые делают свой ресерч, смотрят, оценивают и уже самостоятельно принимают решения. Поэтому моя задача выложить на стол факты, подсветить позитивные стороны, подсветить риски, и далее люди уже сами сделают свои выводы. Итак, факт первый. Коллекция NFT она доходная, то есть имеет определенный utility, где проект делится своей прибылью с держателем NFT. Это определенно супер. Обратная сторона этой медали в том, что никто не знает, не может прогнозировать, какой доход может быть на одну NFT приходиться. Чтобы рассмотреть этот момент, имеет также смысл обратить внимание на общий supply, то есть 838 штук, в данном случае это максимально возможная эмиссия NFT, то есть больше ни одной NFT выпущено не будет. Например, один из топовых проектов в экосистеме Ton – это Ton Raffles, у него 1550 NFT выпущено. Они точно так же делятся определенной частью дохода с держателями своих NFT. Если сравнивать только с количеством, то у Тайма в 2 раза лучше ситуация, потому что количество NFT в 2 раза меньше. Это определенно плюс, потому что доходность на отдельно взятую NFT будет выше, и ценность, соответственно, NFT тоже будет выше. Но следующий важный аспект, чтобы формировалась какая-то доходность, нужны какие-то приходы. То есть понятно, что Ton Raffles это топовый проект, он генерирует какую-то прибыль, и вот эта прибыль, она рассылается держателям NFT.
Важно понимать, что на текущий момент у Тайма нет ни одного пока еще работающего приложения, которое бы генерировало доход. Поэтому посчитать доходность в текущих условиях не представляется возможным. Поэтому в данном случае имеет смысл обратить внимание на те приложения, которые будут создаваться, на их количество и на сам способ монетизации. В Тайме планируется более 5 приложений, поэтому какие-то зайдут лучше, какие-то зайдут хуже. Все они будут рассчитаны на широкую аудиторию, соответственно, не только криптоны будут пользоваться этими приложениями. Далее касаемо рекламы. Если рассматривать конкурентов в плане App Store и Google, стоимость рекламы там порядка $2 на 1000 показов. Если мы рассматриваем экосистему Telegram, то стоимость 1000 показов приравнивается уже к $6, если смотреть рекламу официальную в Telegram. А реклама на криптоаудиторию и того уходит уже ближе к $50 за 1000 показов. Прямо сейчас в Telegram есть большая проблема с рекламой, с тем, что ее сложно договориться на рекламу, сложно ее запустить, не все это могут, не все умеют. Поэтому стоимость показов в приложениях экосистемы должна быть очень-очень хорошая. Собирая все это дело в кучу, получаем, что количество NFT небольшое, то есть сравнимо, если с Raffles, это в 2 раза меньше, чем у них. Прибыль от всего этого мероприятия в теории должна быть довольно неплохой. Тот же Raffles используют создатели криптоканалов, чтобы там создать свою NFT-коллекцию, запустить или, возможно, там жетон. В общем, для своих узких специализированных целей. Когда проект на более массовую аудиторию, то и собирает он гораздо-гораздо больше денег. Получается, с одной стороны, у нас небольшое количество NFT, с другой стороны, у нас довольно большая прогнозируемая вероятная доходность. Теперь по ценам. Стоимость сейчас на пресейле будет 15 тонн, на GetGems будет 20. Давайте посмотрим, что происходит у Raffles. В текущих реалиях у проекта флор на NFT составляет 440 тонн. Давайте откроем одну из этих NFT, посмотрим, когда она была сминчена. Вижу, что была создана год назад и первый раз продалась за 65 тонн. 65 тонн год назад было примерно около $100. То есть мы видим, что стоимость NFT выросла со $100 год назад до, соответственно, $2785. Очень-очень неплохой рост. Да, сюда же, естественно, сыграл стоимость курса тонн, но если даже оценивать стоимость именно в тоннах, то 65 тонн и 440 тонн. Очень-очень неплохой рост. Будет ли стоимость NFT тайма расти быстрее, расти медленнее, никто абсолютно не знает. Тут два важных фактора. Это доходность на NFT, именно она будет определять, сколько будет стоить NFT в конечном итоге. И общий хайп проекта, насколько он будет на слуху, насколько NFT будут востребованы аудиторией. Эти два фактора, они будут известны уже чуть позже. Первое поступление средств на эти NFT планируется после выхода приложения спустя месяц. То есть сначала идет разработка, потом бета-тесты, потом выход приложения и месяц его заработка. По роудмэпу выход первого приложения планируется либо в июне, либо в июле. Ну, то есть такие 2 условно месяца взяли с запасом, чтобы точно успеть, чтобы точно не затянуть сроки. Я думаю, что первое приложение выйдет гораздо раньше. Но в любом случае стоит ориентироваться именно на roadmap. Поэтому, собирая все в кучу, что мы имеем? Прямо сейчас у нас идет пресейл, где можно взять себе NFT, не более 5 NFT на один кошелек, тогда стоимость NFT будет 15 тонн. Спустя 24 часа пресейл закончится и оставшиеся NFT пойдут на GetGems уже по стоимости в 20 тонн. Все собранные средства от продажи этих NFT пойдут на развитие проекта, на рекламу, на разработку, на прочие расходы. Тем самым собираем деньги, летим дальше, разрабатываем, строим фундамент и делаем так, чтобы колесо это уже полностью работало. Первая доходность на эти NFT придет спустя месяц после выхода самого первого приложения. Токены будут приходить именно на тот кошелек, где хранится NFT на момент снапшота. То есть, проще сказать, вы можете покупать NFT, продавать NFT, хранить, дарить ее кому-то. От вас ничего не нужно будет дополнительных действий. Программа автоматически посмотрит блокчейн, посмотрит, на каких кошельках какое количество NFT лежит, и этим кошелькам в соответствии с их количеством NFT, соответственно, отправит доходность. Так что, друзья, как-то так постарался раскрыть как можно более шире всю эту историю. Участвовать в пресейле, покупать NFT или нет, дело абсолютно каждого. Никому ничего не рекомендую. Делайте, пожалуйста, свой ресерч самостоятельно.
От себя могу сказать, что количество проданных NFT никоим образом не отразится на разработке первого приложения. Деньги на разработку первого приложения уже есть, люди уже есть, работа уже начата. Поэтому описанная модель по созданию приложений, показываю в них рекламу, генерации прибыли, откупу токена и выплатам этих токенов на кошельки владельцев, она 100% будет реализована. А какой будет при этом курс монеты, будет он высокий, низкий, волатильный или нет, сколько будет стоить NFT, сколько их продадутся, эти факторы, они уже никак не повлияют на разработку самого приложения, на то, чтобы вся эта механика, о которой мы говорили выше, о которой мы говорили в roadmap, чтобы она уже заработала. Ну а чем больше будет сборов с NFT, тем быстрее мы просто будем развиваться, тем более быстро будем двигаться в плане медийном и в плане разработки. Вот, собственно, такая история. Надеюсь, видео было полезным и до скорых встреч. Всем пока-пока.